Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я хотела бы с вами поделиться просмотром набросков из моего архива, которые я выполнила на 4-м курсе, когда училась в архитектурно-строительной академии на факультете дизайн. Ведь по специальности я архитектор-дизайнер. Хочу эту рубрику сделать постоянной, так как у меня есть что вам показать. Итак, набросок — это беглый рисунок без особой детальной прорисовки. Главное уловить движение, либо какую-то эмоцию, либо характерные черты, в данном случае человека. Конечно, нужно учесть правильность построения. Наброски помогают нам развить свой глазомер. Также такой набросок может послужить в дальнейшем к созданию станковой композиции. Набросками я занималась очень давно, еще до того, как я поступила в художественное училище имени Фешина в городе Казань. Когда же я туда поступила, я была вольным слушателем, и первый же просмотр показал, что мои работы очень сильные, и меня зачислили в студенты. Что такое вольнослушатель? Это студент, не имеющий права получать стипендию, какие-то арт-материалы. Студентам выдавали кисточки, краски. Всего этого я была лишена до первого предварительного просмотра. Причем так интересно получилось, что первый предварительный просмотр состоялся в мое день рождения. Я тогда забыла часть работ дома, и мой педагог сказал срочно ехать домой и привезти эти работы. Но пока я ездила, все, моя судьба уже была решена. Меня зачислили в студенты. Я приехала запыхавшийся, и мой педагог Макаров Геннадий Федорович объявляет мне: ну что, я тебя поздравляю, ты стала студенткой. Какая же была моя радость. Наконец-то я полноправная студентка. Правда, меня немного огорчило то, что одногруппника понизили до вольнослушателя, потому что он немного ленился. В наброске очень важно найти опорную точку. Это извилинные ямки. Опускаете перпендикуляр на опорную ногу. Но остальное все само собой рисуется. Наклон плечей, таза, и вырисовывается все в общем. Эти наброски я делала угольным карандашом. Хотя можно было и углем сделать более мощно. Здесь, конечно, я считаю, слишком много деталей. Вот такой вот живой набросок. Наброски делаются молниеносно за какие-то секунды. Ты просто выплескиваешь то, что ты видишь. Самое интересное — рисовать человека в движении. Но вот в художественном училище мы уже с 1-го курса ходили в аудиторию 5-го курса художников-педагогов, у которых после занятий по каким-то дням позировал натурщица или натурщик. Они должны были быть обнаженными, чтобы студенты изучали анатомию наглядно и практиковались. Мне кажется, это очень было здорово, то, что директор позаботился о своих студентах, и им не нужно было искать натуру где-то на стороне. Приходили натурщики, часы им оплачивались. Студенты тренировались. Здесь спящий человек.
Мятежный сон такой. Вот такая интересная фигура. Сидячая фигура. Если бы еще вспомнить, кого я рисовала, так как это было в 2001 году. Я рисовала, конечно же, своих подруг. Где-то одна и та же девушка с портфелем или с сумочкой. Сидит на подоконнике. А вы делаете наброски? Это ведь так полезно для тренировки. Почему-то мне всего больше нравится вот этот набросок. Тут немного не уточнена стопа. Ну вот линия руки очень так уверенно нарисована. Когда я отыщу все свои наброски, я обязательно сделаю еще мини-обзор. Вам понравился такой формат? Надеюсь, что понравился. Наброски можно делать даже стоя на остановке. На практике мы выполняли в зоопарке наброски с животных, птиц. Это было очень интересно. Потому что животные же не будут замирать, как твоя подруга, в одной позе. Они двигаются. И нужно уловить самое главное. Характерную черту объекта. Либо линией, либо тоном. Ну, тут и линии, и тон играют, конечно, роль в выразительности вашего наброска. С некоторыми набросками у меня связана целая история. Почему-то некоторые истории я помню. Конечно, много набросков уже выброшены, потому что они не считались такой ценностью. Это была просто тренировка руки. Рисуйте больше, рисуйте везде. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.